Всем добрый день! Сегодня хочу познакомить вас с наиболее устойчивыми сортами роз для Подмосковья, для северо-западного региона России и некоторых других регионов. Назову и покажу вам те сорта, которые растут у меня в саду. Некоторые посажены весной и осенью этого года, то есть они еще небольшие. Итак, First Lady – это чайно-гибридная роза с очень красивыми нежно-розовыми цветами, очень красивой формы. Роза полностью не распускается, цветок держит очень долго, имеет темно-зеленую глянцевую листву, не подвержена ни заболеваниям на розах, ни вредителям. Очень красивая, достойная розочка. Растет она у меня в первой половине дня на солнце, затем полутень. Розариум Ютерсон – роза плетистая, которая очень цветет красивым таким насыщенно розовым цветом. Цветы имеют очень нежный фруктовый аромат. До 60 цветов образует в одной кисти. Перерыва практически нет между цветениями. Роза очень красивая, растет тоже у меня на полном солнце. Розочка не выгорает и не повреждается дождями. Роза Фальстаф – это роза английская Дэвида Остина, очень насыщенного яркого цвета. Цветок она держит свой очень долго, очень ароматная роза. И должна вам сказать, что растет у меня на полном солнце, практически эта роза не выгорает. Очень красивая, достойная роза. Заболеваниям не подвержена. Роза Розаман Жанон – это шраб, посажен в этом году. Очень красивый, привлекательный, сочетание желтой, коралловой, розовой окраски наблюдается в цветке. Цветок плотно набитый. До 2 недель держит цветок. Очень устойчивая, очень красивая и достойная роза. Не подвержена ни пятнистостям, ни мучнистой росе. Роза Беролина – это чайно-гибридная роза с очень эффектными цветками. Лепестков немного, но держит она свои цветы очень так достойно. Растет она у меня на солнце. Маурису Трила – это флорибунда, очень яркая, очень красивая, сочетание желтой, малиновой, розовой окраски наблюдается в одном цветке. Очень устойчивая роза к заболеваниям, растет на полном солнце, хорошо зимует, образует большое количество бутонов, соответственно, и цветов. Распускается постепенно и не подвержена сильным лучам солнца и не подвержена дождю. Хорошо держит цветок. Марселен Флер – это шраб, очень красивая роза, тоже посажена в этом году. Посмотрите, какое большое количество цветов она образовала. И коралловый, и оранжевый, и розовый цвет. Распускается роза постепенно, цветы держит очень долго. Роза очень красивая, также растет она у меня на солнце, не подвержена ни заболеваниям, ни пятнистостям, ни мучнистой росе. Артемис – роза шраб, очень такого насыщенного цвета, очень имеет плотно набитый цветок, он небольшой, до 5 сантиметров, но очень эффектный и очень красивый. Цветет очень долго, цветок держит хорошо в любую погоду, как при дожде, так и при солнечной погоде. Роза Фольклор – это чайно-гибридная роза, очень красивого кораллового цвета. Цветов образует достаточно много, растет она у меня первую половину дня на солнце, вторая половина дня такая ажурная тень. Цветы распускает постепенно, цветок тоже держится долго на розе. Иногда подвержена пятнистостям эта роза, в частности черной пятнистости, но мучнистая роса
В общем-то, она хорошо ее переносит. Роза Вестерланд Шраб, ярко такого оранжево-кораллового цвета, очень достойная розочка, хорошо зимует, образует очень красивый цветок, несмотря на то, что лепестков немного, но даже при полном распуске роза выглядит очень красиво и достойно. Растет она у меня на солнце, и, как видите, никаким заболеваниям, ни пятнистостям эта роза не подвержена. Конечно же, список роз устойчивых и очень красивых, обильно цветущих можно продолжать. Но я остановилась только на тех, которые растут у меня в саду. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.